Над степью застыла тяжелая мертвая мгла. Сухая трава не дрожит под дыханием ветра. Расчет безупречен, но линия сбоя легла. И тишь перед боем уже обнажила свой нож. Где группа поддержки тайной канцелярии у Южного пика. Я лично подписывал приказ и указывал степь, а не пустыню. Вижу ложбину, кусты и открытый проход, где лучник заляжет, где всадник уйдет от погони. Приказ подменен, кто-то верит, нарушен расчет, и мы остаемся без помощи, связи и брони. Я мог отменить операцию, мог, не могу. За каждым решением тянется новое бремя. Вернуть своих клинков и этим помочь врагу. Он скроется, только почует, что выиграл время. Сафарин уйдет, и оружие купят опять. Тарелки погонят добытчиков к землям Нарго. Один незаконченный бой может войну развязать, и мир заплатит за удобство отложенных шагов. За мною стоят не фамилии в сводке потерь, не цифры живые, которых обязан сберечь. Я знаю их голос, походку, повадки в строю, и знаю, кто молча прикроет другого в бою. Я режу приказом короче, чем лезвием ткань, но первым вхожу в тот проход, что другим назначаю. У командира одна привилегия — встать туда, где удар будет первым, иной я не знаю. Не доблестью силы один непреложный закон — остаться на месте, когда разбивают заслон. Пусть тот, кто нас выдал, уверен, что выстроил мрак. Я вижу капкан и отвечу на вражеский шаг. Щелчок тетивы, антимагия входит в плечо. Броск падает навзничь, взвился серебряный прах. Дышать все труднее, в груди разгорается жар. Клинки оседают, ни силы, ни связи, ни чар. Из темной травы поднимаются трое зверей. Клыки с мою руку в глазах, ни ума, ни сомнений. Я вижу вожака и веду его дальше, левей, подальше от раненых магов и слабых плетений. Мой меч бесполезен, пространство не держит поток. Остались лишь сталь, сухожилия, вес
Дверь бьет по ребрам, я слышу, как лопнул ремень. Когтями распахан мой бок от бедра до ключицы. Он снова бросается, пасть разрывает рукав. Я вбиваю клинок под челюсть, уйдя от захвата. Кровь льется за пояс, но я остаюсь на ногах. Упасть значит бросить своих, слишком высокая плата. Второй уже рядом, за ним поднимается третий. В ушах тяжелеет и глохнет пространство вокруг. Но я здесь сильнейший, я должен остаться на месте. Пока мои люди лежат, я не опущу рук. Я знаю пределы, сейчас они где-то вдали. Пускай мое тело потом предъявляет расчеты. Пока хоть один из моих не поднялся с земли. Мне боль не причина закончить чужую работу. Для многих сила возможность заставить склониться, разбить, приказать и остаться над павшим врагом. Для нас она там, где нельзя от удара укрыться, где ты принимаешь его, заслоняя собой. Сильнейший не тот, кто быстрее добрался до горла. Сильнейший, кто встанет, когда остальные не могут. Мой дом — это место, где можно сменить перевязь, оставить у двери промокшие ножны и латы. Но ночь разрезает сигнальная княжеская связь, и снова мне некогда думать, что было когда-то. Я сплю неглубоко, по звуку узнаю портал. По голосу вестника сразу пойму расстояние. Мне проще закрыть зарождающийся провал, чем в тихой комнате выдержать собственное молчание. Подчиненный еще может промах исправить в бою. Ему помогают наставник, проверка, расчет. Но если ошибся я сам, эту цену несу. За ней не помарка, за ней похоронный почет. Мне скажут, ты сделал все, что было возможно. Удобная фраза, но мертвым она не нужна. Поэтому резок, поэтому требую в срок, поэтому сам себе права не дам на отсрочку. Я стал первым клинком и привык быть им даже без знака. Но служба давно отучила меня жить иначе. Атамас не нуждается в тех, кто сгибает хребет, кто каждую княжескую мысль встречает поклоном. Он выбрал меня не за мягкость и тихий ответ, а чтобы я первым заметил трещину в троне. Мы можем до хрипоты спорить, кто в этот раз решил одиночку удерживать рухнувший сектор. Он знает мой спор, не попытка оспорить приказ. Я знаю, за гневом он все же услышит меня. Не страх заставляет меня за ним в пекло идти. Я видел, как князь принимает удар за державу. Ему не нужны те, кто стелет покорностью ног. Ему нужен тот, кто удержит рубеж и скажет правду.
может рявкнуть, я тоже в ответ не смолчу. Но если один не вернется с задания в срок, другой поднимает весь замок и ищет к утру. Для мира он князь, для меня тот, кто держит мой тыл, скрывая тревогу за гневом, угрозой и властью. Мы это друг другу ни разу не произнесли. Не все настоящее просит признаний о братстве. Решил сделать жену вдовой, не успев стать мужем. Я еще жив. Вижу, повязка уже вся в крови. Зализываю раны. Только ранение спасает тебя от хорошей трепки. Сал, какого кхорса твоя жена живет не в твоем замке. Через неделю заберу. Ты всегда назначаешь личную жизнь на следующую неделю. Неверность склониться и каждое слово принять. Не братство молчать, если близкий идет по обрыву. Кто верен, тот правду сумеет сказать и остаться. Когда между вами от ярости треснет пространство, ни кровь и ни клятва решают, кто станет своим. А тот, кто идет рядом с тобой сквозь пламя и дым. Я знаю, как голосом выровнять дрогнувший строй, как снять напряжение кратким и точным приказом, как вытащить мага из зоны, пропитанной тьмой, и как прекратить бесполезные споры одним взглядом. Но что говорит той, которой не нужен приказ, что рядом со мною ей будет надежно и тесно? Я думал, привязанность делает слабым расчет, и этим прикрыл то, что сам не умел быть с ней честным. Я мог бы закрыть ее телом от стали и чар, но как уберечь, не воздвигнув вокруг нее стен? Мне проще войти без защиты в пылающий жар, чем рядом остаться, не требуя власти взамен. Лекарские чары стягивают рваный мой бок. Мне велено спать, но до света не спится в палате, и память уводит не в степь, где остался клинок, к обрыву, разлому и золоту пряди в закате. Я вышел к обрыву и задал им краткий вопрос. Две девушки вздрогнули, Саяна шагнула назад. Земля под ногами осыпалась, рухнул откос. Я рванулся вперед, не успев ничего рассчитать. Успел подхватить, но нас грунт понесло из-под ног. Одной рукой в корень вцепился над осыпью склона, другой удержал это бедствие, как только смог. Где воздух уже разрывался свечением разлома, она обхватила мне шею, вцепилась ногами. Так
крепко, что я на мгновение сбился с дыхания. Над нами крошилась земля, пустота под ногами, а мне предъявляли немедленное требование: поставьте на землю, немедленно руки убрать. Прекрасный приказ, не хватало всего только почвы. Потом были ветер, огонь и попытка сбежать. Она не боялась ни звания, ни моей мощи. Я должен был помнить лишь трещину, контур, разлом. Но голос ее возвращался упрямо и ясно. Она, повисев над мерцающим гибельным дном, командовала первым клинком и совсем не боялась. На балу она танцевала, смеясь на ходу. Золотые пряди летели за каждым движением. Я взгляд отводил и опять возвращал, как в бреду, не зная, зачем отмечаю ее с напряжением. Нравится? Красиво, но слишком еще молода. С сегодняшнего дня это твоя жена. Ты не мог меня женить без моего согласия. Мог. Кхорс Атамас. И женил. Не женщина злила меня, возмутил сам приказ. За меня уже выбрали дом и решили за нас. Мне проще принять обреченный на гибель рубеж, чем близость, где правил не знаешь и выхода нет. Я мог бы забрать ее к осени после зимой, но месяц менялся другим, и я медлил с дорогой. Я знал ее баллы, зачеты, успехи в плетениях. Мне слали отчеты, я молча следил за учением. Пусть станет сильнее, взрослее, свободней со мной. Пусть рядом не гаснет ее непокорная сила, но доводы эти служили защитной стеной. Я просто боялся, что мне уже мало контроля. Потом сообщили, Саяна уже на пути. Я выбрал сначала закончить степную работу, как делал всегда, только мог не вернуться домой, оставив ей на вдовы и чужую заботу. Я выжил, очнулся под чарами сильных лекарей. Резерв возвращался, но швы еще ныли к рассвету. Пока я лежал, Атамас приказал волку встретить Саяну и в дом отвезти под охраной людей. Он все исполнил, проверил защитную вязь, поставил людей и держал с канцелярией связь. Саяну отвез в отдаленное тихое поместье. Она уже здесь, на моих землях, только не вместе. Я мог объяснить, городской еще дом не готов, не приняты слуги, не выстроен полный покров. Но если отбросить всю россыпь разумных причин, я просто оставил себе путь назад отступить. На окнах печати у двери, надежная стража, продуманы слуги, маршруты, порталы и связь. Но правильно запертый дом не становится домом,
когда тот, кто должен был встретить, отсутствует в нем. Вышел порталом из госпиталя прямо к ней. Повязка темныла, и швы разошлись по дороге. Я думал, войду, поприветствую, дам ей браслет. Но в комнате ваза с осколками, кровь на губе. А волку стоял слишком близко, Саяна напротив. И весь мой расчет уступил необузданной злости. Он бросил нарочно: не нужна, отдай. Он бил не по гордости, глубже, точнее, больней. Я сам не желал признавать, что оставил за ней пустое пространство, где должен был быть только я. И волку вошел в него раньше меня. Да, волку нарушил границу, за это ответил. Но правда в одном, и удар оказался прицельным. Пока я решал, как Саяну от мира закрыть, другой оказался там раньше, чем я смог прийти. Я выгнал его, обозначил границы и власть. Угрозы привычно нашли безошибочный путь. Но ей не сумел ни признаться, ни честно сказать: зачем мне нужна, который боялся шагнуть. Не всякая крепость становится истинным домом. Не всякая стража спасает от долгой пустоты. Порой, защищая, мы стены возводим кругом, и вместе с угрозой не впустим ни воздух, ни жизнь. Я думал, довольно закрыть ее телом от зла, но близость не там, где защита дороже тепла. Я шел по резиденции после тревожного дня. На вороте кровь, на руках еще копоть и пепел. Здесь должен быть строгий порядок, отчеты, броня. Но по холлу плыл непривычный, раскованный смех. Мои оперативники пили горячий настой, разведчики ели пирог, позабыв о задании. Саяна сидела на краешке общего стола и что-то живое вплетала усталый их вечер. Не строила глаз, не старалась понравиться им, не лезла в приказы, не трогала наши расчеты. Она просто стала своей для тех, кто привык возвращаться домой через кровь, перевязки и копоть. Меня обожгло раздражением ниже ребер. Я сам не решался впустить ее в собственный дом. А здесь она просто вошла и уже стала частью того, что я прежде считал только службой. Долгом мой строй не рассыпался рядом с ее огоньком. Он стал человечнее, это звучало опасно. Она мир разрушила, мир, где я правил мечом. Она показала, что жизнь в нем еще
не угасла. Я вижу, у клинков сегодня свободный вечер, и холл опустел, не дождавшись конца моей фразы. Я знаю, как встать между смертью и теми, кто близок. Не знаю, как рядом идти, не закрыв им дорогу. Удерживать рядом не значит держать за спиной. Беречь не всегда запирать за надежным порогом. Приказом поднимешь людей, не заставишь довериться. Мечом остановишь удар, не построишь тепла. Не слабость позволить другому в твой мир поселиться. Слабее все знать и опять отступать от себя. Она разложила бумаги на краешке стола, потом увидала у скулы запекшуюся кровь. Опять в этой ране песок, недовольно сказала, и стул придвинула ближе, нахмурившись вновь. Я мог отстраниться, не стал, только молча смотрел, как пальцы уверенно чистят рассеченную кожу. Она прикоснулась к шраму, что так состарел, не дрогнув, не спрятав ладони, не пряча глаза. Тебя не пугает лицо мое, бросил я хмуро. Она улыбнулась. В тебе меня все устраивает. Ни титул, ни должность, ни меч за моим плечом, не то, как я держу ведомство князя и власть. Она увидала меня со шрамами, злостью, молчанием, и просто осталась. И мне не хотелось бежать. Я знаю, как закрыть ее телом от стали и тьмы. Теперь научусь не заслонять собою весь мир. Пусть это труднее, чем бой, где понятен противник. Я больше не брошу пустым свое место с ней рядом. Салли, я принесла документы, подпиши. Как тебя опять сюда пропустили? Это не имеет отношения к документам. Для моей службы имеет. Подписывай. Я столько лет строил свой мир из приказов и стен. Она в него вошла, и пути к отступлению